Всем привет! В этом видео я хочу поделиться тем людям, которые будут искать жилье здесь, на Филиппинах, либо вообще сравнение Филиппины и либо какая-то другая страна. Я надеюсь, мое видео полезно, и можете меня поддержать, поставить лайк и написать комментарий. Всем спасибо. Итак, первое, что я хотела сказать, это когда вы смотрите здесь на Филиппинах жилье, можно спокойно открыть в Фейсбуке Marketplace, и будет огромный выбор, много опций. Выбираете город, в общем, и смотрите жилье. House for rent, либо будет аренда дома, либо же половина дома под for rent, либо же кондо, апартамент. Огромный выбор можно найти на Фейсбуке. Facebook на Филиппинах очень популярная сеть онлайн. И так, что только не нужно верить сразу филиппинцам, что так, как они говорят, это так будет, потому что надо всегда проверять. Покажите фото, что будет входить в аренду. Так как я скажу, что с чем мы столкнулись. Первое, когда мы планировали ехать на Филиппины, стоимость правильно, окей, указано. Нас попросили предоплату, это получается около $50. Мы внесли предоплату, но мы думали, все, что на фото указано, оно будет присутствовать после того, как мы приедем и заселимся в жилье. Но оказалось то, что мы внесли предоплату, мы не согласовали и не спросили, что будет присутствовать в доме, так как на фото, или же вообще ничего. В общем, мы как-то об этом не обсудили, и мы думали, что вот, фотография дома, это будет реальность, когда мы приедем. Но оказалось, когда мы уже приехали на Филиппины, и мы очень устали, естественно, мы поехали в этот дом заселяться, и мы увидели треш, потому что в доме была пустота. В доме вообще ничего не было. И что самое интересное, что хозяйка дома, которая нам его сдавала, она как бы, ничего даже не прокомментировала. И эту предоплату, которую мы внесли, она отдала только через месяц. Она объяснила тем, что она уже потратила деньги. Окей. Еще нюансы. Когда вы снимаете аренду дома, нужно тоже каждый момент. Очень часто такое бывает, что дом, а рядом семья, еще семья. В общем, когда снимаете, тоже нужно быть внимательно, чтобы не был один счетчик на всю семью, на электричество и на воду. Нужно все обговаривать. В общем, каждый момент. И лучше, конечно, брать расписку о том, что вы дали деньги, заплатили за аренду. Лучше просто написать хотя бы расписку от руки. Это очень легко сделать, но вы будете действительно официально, гарантированно заселены в дом и будете проживать, а не просто кто-то вам дал ключи, живите. В общем, да, такой момент тоже есть. И не все здесь заключают договор через агентство. Есть, которые сами сдают хозяева этого дома. А если не один хозяин, а несколько хозяев, то и бывает такая путаница. Поэтому лучше, конечно, брать хотя бы какую-то расписку, что ты будешь гарантирован, что тебе ночью никто не разбудит и не скажет: эй, а что тут делаешь? В общем, каждый момент здесь на Филиппинах нужно обговаривать, обсуждать, так как на Филиппинах тоже живут рядом с домом, например, один дом
рядом второй дом, надо знать, чья, где территория, что можно делать, что нельзя делать. И таких вот моментов очень-очень много, если привести. Вот. И также нужно хотя бы спрашивать, кто сосед этого дома, чтобы ты был более спокоен, когда там снимаешь, арендуешь. Наш сюрприз оказался еще со второй квартирой. Мы через агентство на год. И после того, как мы подписали контракт, хозяйка дает нам бумаги, и мы передали деньги, все окей, уже прощаемся, и хозяйка говорит: внимание, ребята, будьте аккуратны, этот район небезопасен, здесь очень часто бывают кражи. И мы такие: в смысле? Спасибо. Как теперь мы будем спокойны, если ты нас не предупредила, да, уже после контракта ты нам говоришь, будьте аккуратны и, ну, в общем, у меня просто нет комментариев. Такие моменты. Но на самом деле, конечно, в любом районе может быть опасность, либо еще что-то, ты не знаешь, в принципе, где тебя ждет неудача. Вот, поэтому нужно быть всегда к чему-то готовым, вот, какие-то действия, не теряться, решать. Нужно решать, значит, решать, а не прятаться. Поэтому на Филиппинах, конечно, очень разнятся какие-то моменты. Например, когда в Беларуси арендуешь дом, сразу у тебя перечень есть, вот, ты тоже присутствуешь, тебе показывают все, ты смотришь, открываешь. Ну, как бы в Беларуси у меня опыт с арендой, это только съемное жилье, это, ну, вообще никаких там особых таких моментов, даже не могу сказать, что какие-то моменты были сюрпризами. Таких моментов я даже не вспомню. Вот. Здесь сюрприз после договора. Вот. И, конечно, вот еще сюрприз. Сюрприз. С территорией, например, дома, либо счетчиками, что еще непонятно, да, как там, когда семья одна, семья вторая живет. В общем, еще, что самое интересное, я хотела сказать, это такой опыт, это мой опыт такого проживания здесь на Филиппинах. И у меня сейчас снова переезд, и я переосмысливаю, что вот сейчас у меня переезд в провинцию на Филиппинах, там снимаем дом, и что самое интересное, тоже в маркетплейсе не всегда все описывает о доме. Ты приезжаешь, ну и просто удивляешься, почему люди об этом там не пишут, каких-то моментах территории, либо еще что-то. Вот, они просто пишут: сдается дом, сумма такая-то, депозит, аванс и депозит. Вот, кстати, аванс и депозит здесь всегда так. Аванс и депозит, и все. Вот. А потом появляются какие-то вопросы. Поэтому всегда глаза круглые, вот, и думаешь, почему так происходит. Вот, ну, совсем по-другому сдаются дома, и такой интересный момент опыта, момента проживания и переживания.
буду дальше делиться такими моментами жизни на Филиппинах.